Всем привет! Меня зовут Наталья, вы у меня на канале по рукоделию. Я решила, что раз у нас не просто дождь, а даже шторм, ужасно сильный ветер, я решила в таком случае, что раз я дома, начну снимать влог. Почему? Потому что я начала шапку. Я показывала эту пряжу, это китайская полушерсть, 400 метров на 100 грамм, 50 на 50 шерсть с акрилом, очень тонкая пряжа. Я уже показывала два варианта носка, вернее, один вариант я показывала на ютубе, второй вариант я показывала в инстаграм. Вот, ну, что-то мне все время казалось, что-то не то. Значит, мне очень нравилась там резинка 1 на 1, но если сейчас я вяжу, это петли лицевые, просто двумя цветами, да, попеременно. Там я вязала резинка 1 на 1, тоже двухцветная, то есть лицевая была темного цвета, изнаночная была вот цветная. Но, видимо, я так плотно вязала, что даже если я брала больший номер спиц, все равно было очень туго. Прямо, если вот это полотно тянется, то полотно почти не тянулось. Ну, тянулось, но очень туго. Покупала я эту пряжу для того, чтобы как раз вязать шапку. И эта мысль у меня постоянно была, что мне не надо, я хочу вязать все-таки шапку, не носки. Эту нить я видела вот в шапке. Поэтому я приняла решение все-таки и вот буду вязать шапку. Значит, я довяжу вот эту часть 14 сантиметров. И дальше я ее вот так согну и подхвачу, ну вот, и буду подхватывать вот за вот эти за вот эти штучки, да, как это показать, да, за вот эти вот штучки буду подхватывать и соединять две стороны, так, вот, чтобы она у меня была двойная. То есть здесь у меня 14 сантиметров, то это где-то будет 6,5 и 6,5, потому что я думаю, что половинка уйдет на сгиб, вот 1 сантиметр, и 1 сантиметр, ну, полсантиметра, вернее, уйдет на сгиб, и полсантиметра уйдет вот это на подцепливание, ну, это я так думаю. Это будет двойная шапка, но без отворота. Я считаю, что и так достаточно, то есть 2 нити, как бы жаккард, плюс я вяжу 14 сантиметров для того, чтобы как бы этот манжет, или как его назвать, отворот этот зафиксировать. В чем еще была такая загвоздка? Пряжа очень тонкая. Я когда вязала, значит, у меня был узор там, где, допустим, 7 петель темная, и потом там 2 петли светлые. И настолько она темная, и настолько она прозрачная как-то получалось, что видно даже вот через вот эту темную пряжу, вот эту светлую. Мне это не очень нравилось. Значит, я решила, что просто надо подобрать другой узор, там, где мне не нужно будет подцепливать нить, то есть, ну, какие-то небольшие будут протяжки, а не 7, не 9 там петель, а такие там до 5 петель. Я нашла такой узор, и я им буду вязать. Ну, в общем, вот так. Я думаю, что шапка получится в итоге очень теплая, потому что, ну, во-первых, уши вот здесь вот будут все закрыты такой прям шубой, да. Ну и вторая часть тоже будет, в принципе, не намного легче. Ну, вот так я придумала. Пока мне так нравится. Почему я, собственно, решила носки? Мне в инстаграм написали, ну, я спрашивала совета, может быть, кто-то уже вязал из такой пряжи. И вот мне написали, да, что вязали, что носки вот просто отлично носятся и даже в обувь, и даже лучше носятся, чем носочная пряжа. И, собственно, поэтому я решила, ну, вот раз такое дело, значит, попробую в носке. Но вот охота вязать шапку меня как-то вот победила. Конечно, можно было вязать и из другой пряжи шапку. Я даже делала
Я даже делала какие-то определенные поползновения в этом плане. Значит, это пряжа Drops Fable. Сейчас, момент. Это пряжа Drops Fable. Коричневая. Вот у меня, то есть это носочная пряжа. Вот это бобинная пряжа. Так. По метражу они подходят, по составу они подходят. Даже вот эта вот Drops Fable, она мне как-то более пушится. Это меньше пушится, но это пока. После стирки она, вот эта бобинная, она запушивается точно так же. Я вот, то есть я больше ориентировалась, так как метраж тут подходит, все, я больше ориентировалась на цветовые решения какие-то. Мне в общем-то, понравились. Вот коричневый с таким вот красивым джинсовым синим. Так. Ну, и так как у меня еще какие-то есть остатки, то вот я еще и вот такие вот подбор делала. Ну, в общем, мне хочется жаккарда, вы поняли, да? По форме я буду еще разбираться. Почему я вдруг с этими шапками? Я весной разбиралась с макушками, так, чтобы она красиво торчала, вот как магазинные. Да, конечно, все индивидуальное, дело вкуса, и как сидит шапка, и какая макушка, и плотность, насколько-то это по голове, не по голове. Но я просто разбиралась с высотой макушки, если это 4 клина, если это 5 клиньев и больше, если это просто макушка, которая собранная, в том числе и бини. Ну, в общем, все, что могла я охватить, я весной, в общем, охватила. И вывела для себя то, что лично мне нравится. До этого я всегда считала, что шапки это как бы, знаете, не мое. Вот я легко как-то с плечевыми изделиями, а вот, ну вот и в данный момент я уже стала и с носками как-то легко, я их прям придумываю, мне это все очень нравится, получаю огромное удовольствие от вязания носков. Вот хочу, следующий этап у меня, видимо, шапки, потому что вот как-то уже кардиганы, я их, видно, как-то навязалась, мне хочется чувствовать себя свободно теперь с шапками. Вот так. Ссылки на свои шапочные изыскания я оставлю внизу под видео. И в последний раз я вязала детские шапки по описанию от Drops. Там под этим видео тоже есть ссылка на это описание. И, в общем-то, после этого я поэтому решила, что я уже сама могу вот взять узор жаккардовый и макушку сделать, ну, без описания, сама так, как я вижу. Я когда вязала шапочки детские, там, где вот узор, жаккард, и надо делать макушку, я в Pinterest смотрела различные шапочки с жаккардом, и там Pinterest предлагает как бы схемы и как выйти из узора в макушку, вот сокращение это, и предлагают разные варианты. И в принципе там можно насмотреться, вдохновиться, как дальше быть, вот когда у тебя любой другой узор, который ты сам выберешь. Ну и в общем, когда я уже вязала эти шапочки с сердечками, я уже понимала, что, в общем, я не боюсь сама что-то делать и придумывать эту макушку. Я, скорее всего, буду делать ее полосатую, эту макушку, но как бы в клине хочу оставить вот этот узор в одном клине, и он у меня постепенно будет сходить на нет. Ну, буду показывать, что у меня будет получаться. Пока я не решила, какой мне делать манжет, цеплять его или просто вязать как бы две половины по отдельности. Пока не пойму. С одной стороны, мерять, если мерять, то мне, конечно, удобнее зацепить и примерять. Да? А потом уже, ну, опять-таки, вот я зацепила, и тут я себе потом подцеплю внутреннюю часть. Тоже проблем не вижу. С началом, я думаю, трудно промахнуться, потому что в самом начале есть хвостики, которые определяют, где вот эта первая самая петелечка, скажем так, которую нужно провязать. Подхватываем, одеваем на спицу и провязываем
2 петли вместе. И так подцепливаю каждую. Хочу кое-какие подсказки. Значит, смотрите, когда я набирала петли, я набирала светлой нитью, а второй ряд после набора я прошлась темной нитью. И тем самым у меня как бы вот эта светлая нить, видите, как хорошо она видна. То есть вот эти все зубчики, все очень хорошо видно. За счет этого легче их подцепливать. То есть я беру нить. Сейчас у меня ряд, я полностью должна все подцепить темной нитью. Так? То есть начало ряда, и там, где у меня хвостики, соответственно, тут не промахнешься. Так? Вот. Ну и все. Вот очень хорошо видно, да? Вот. Следующая беленькая. Вот она. Я ее подхватываю. Одеваю. И провязываю 2 вместе. Вот. Сразу видно, что все, она у меня уже занята. Так? Я беру следующую. Это уже как бы потянутая. Беру ту, которая еще целая. Вот она. Ее хорошо видно. Вот. Так. Подхватываю, провязываю. То есть видно, что вот эту я провязала. Значит, мне надо подобрать следующую. Та, которая еще не была задействована. Вот она у меня. Да? Можно вот так ее подтянуть. Подцепливаю. Одеваю. И провязываю. Когда я буду затем, мне надо, допустим, второй слой делать, да? У меня тут отлично видно вот эти изнаночные петли. Я за них и буду подцепливать. Вот. То есть мне вот эта светлая нить, она мне и второй раз сослужит хорошую службу. Видно, как для вот этого вот соединения, так отлично она подойдет, когда я буду подцепливать второй слой шапки. Перед тем, как делать макушку, я решила показать, что у меня получается. Я выбрала вот такой узор треугольничками. Ну, очень мне нравится сочетание этих двух расцветок. Ну, собственно, для этого я их и покупала. Значит, я провязала почти 17 сантиметров перед тем, как делать макушку. Сейчас я буду делить на 5 клиньев. Вот такая схема. Если вам вам такой узор тоже нравится, можете сделать скрин. 14 петель и 14 рядов схема. Еще покажу. Вот, допустим, я между маркерами, у меня закончился уже раппорт. Так, вот я вышла на треугольничек, как бы заканчивая вот так. У меня здесь, видите, белое, черное. То есть пойдут полосочки, такие же, как и здесь. Но для того, чтобы вот красиво как-то закончить вот это место, я сделаю убавку не здесь сейчас, не с этой и с этой стороны, а сделаю убавку вот здесь. То есть я пройду вот это место, да. Я подхожу к вот этому месту, видите, да? То есть тут я не делаю сейчас убавки. Подхожу к этому месту и делаю убавку
3 вместе. Ну, я просто так напомню. Может, кто-то забыл уже, как она делается. Разворачиваю петли так, чтобы средняя петля оказалась сверху. И провязываю темной петлей, темной нитью. И таким образом у меня не сбивается узор. То есть черное-белое, черное-белое, черное-белое и так далее. Вот, и пошла дальше вязать. И так я сделаю вот между вот этими клиньями. То есть в этот раз я не буду делать здесь убавок, тут где у меня маркеры, а сделаю убавку вот таким образом. Ну, вот так. Шапка моя подсыхает. Я ее постирала без чепчика еще. То есть вот без чепчика она. Я собираюсь его делать, да, но я решила сначала постирать, посмотреть, как расправиться, как это будет сидеть, для того, чтобы определиться, ну, как бы какие спицы взять, возможно, сильно, то есть акрил, я знаю, что он расплывается, именно из-за этого я решила попробовать, насколько это расплывется. И если слишком много, то я буду регулировать вот этой подкладкой, которая будет внутри. Значит, да, в общем-то, да, акрил, он не стягивает, он наоборот как бы увеличивает ваш размер. Кстати, учитывайте это, когда вы что-то вяжете. То есть, если это полиамид, полиакрил, он так себя не ведет. А вот именно акрил, он такой больше к растяжению он идет. Это касается и верхних вещей, и вот аксессуаров тоже. Именно поэтому я это сделала. Ну, плюс вообще хотела посмотреть, как это будет смотреться, как это будет сидеться, потому что вот эта часть, она уже как бы сделана, да. Все хорошо, все мне нравится, поэтому я уже тут подцеплю по вот этим вот. Тут хорошо видно, куда подцепливать, да, такое же количество, только спицами чуть-чуть меньшими. Подцеплю и буду вязать. Макушку сделаю точно такую же. Там, ну, в общем, буду уже как бы ориентироваться на вот эту шапку. Сидит она хорошо, чуть-чуть выше. Я все покажу, когда как бы сделаю уже второй слой. Опять постираю. А может, и не постираю, уже не знаю. Ну и тогда уже покажу на себе. Вот, покажу. Хотя шапка это мужская. Значит, схема красивая, удобная. Здесь 14 петелек. Достаточно мужская, согласитесь. И я оставлю схему в сообществе. Сделаю фото схемы и тогда уже оставлю. Почему еще, что я хотела сказать? У меня получается, ну вот остаток у меня достаточно большой. Вот сейчас до 70 грамм в одном и в другом мотке. До 70, ну там где-то 68, 69, вот так вот. Значит, что я хочу вообще-то вторую шапку, потому что я нашла уже другую схему. Она вот тоже вот так вот идет вот с такими штуками полосатыми, а дальше идут листики. И дальше вот опять идут вот эти полосатые штуки. То есть мне нравится вот такая вот макушка, как я сделала. А там схема, вот такое впечатление, что она специально сделана, чтобы я связала вторую шапку вот такого же плана. Только здесь вместо вот таких ну, геометрии, там будут листики, там дубовые листики. Отлично подходит опять-таки расцветка, вот желтая, все. Ну, в общем, я почему-то хочу вот вторую шапку. Единственное, что там достаточно большой узор, там аж 57 рядов. Поэтому вот здесь я буду делать по-другому, то есть что-то маленькое буду делать. В общем, я еще пока не решила. Но так как у меня осталось и одного, и другого по 70 грамм, я так понимаю, что это же уже будет чепчик этот не жаккардом, ну, то есть внутренняя эта шапочка. Я думаю, что ну, 30 грамм будет более чем достаточно. Почему-то я так решила. Но с другой стороны, я боюсь как бы начинать вторую шапку,
без того, чтобы не понимать, сколько там чего у меня пойдет. Я не уверена, поэтому все-таки буду ждать, когда досохнет, сделать вот эту внутреннюю часть. Внутреннюю часть я вообще-то хочу делать одним каким-то цветом. Там уже ничего такого не будет, и это, скорее всего, будет вот этот темный цвет. Это немножко такой простой, то есть я все жду, когда она досохнет, доделать и начать вот эту шапку. Что еще хочу сказать о макушке. Значит, понятное дело, эта схема, как выйти из этой схемы уже в макушку, у меня такого как бы не было, это я уже придумывала сама. Значит, что я сделала? Вот у меня оставался такой один ромбик, то есть, а по бокам вот этого ромбика, то есть вот это как раз один раппорт, я его продолжала, а тот раппорт, который рядом, вот я посредине него начала делать вот эти убавки. Ну, не знаю, вот так у меня получилось. Я тут крутила, вертела, никак я не могла. Может быть, есть какие-то варианты, где можно было сделать и получше. Вот сейчас я уже думаю, что, может быть, надо было тут светлую как раз, светлым цветом вот пойти. Ну, я почему-то на тот момент я решила, что лучше темный. Но, в общем, мне нравится. Значит, макушку, после того, как я делала шапку с сердечками, и там тоже, как бы, там тоже 5 клиньев было, все вот так. И я насмотрелась там, в общем-то, если в Pinterest посмотреть. Кстати, если вы не подписаны, подписывайтесь, там очень много интересных идей. Так вот, в Pinterest... Когда я смотрела там шапки детские, мне очень много вот именно с жаккардом предлагались прямо схемы, и даже в том числе и с макушками. И я как бы там посмотрела, что ну, нет никаких проблем. То есть самое главное, какую ты хочешь макушку, отмечаешь себе, и есть какие-то варианты, как ты можешь из любой схемы выйти потом в эту макушку. Понятное дело, что не будет у меня уже тут никаких ромбиков, там все и треугольничков. Ну, я сделала такую же макушку, как я делала и низ. В общем-то, в следующей шапке я планирую делать ну, точно так же. Я считаю, что это хорошо смотрится. Единственное, что вот в следующей шапке я, пожалуй, сделаю это светлой ниткой. Как-то мне вроде, мне кажется, это будет смотреться лучше. Вот так. И вот так смотрится, как бы тут у меня 5. Можно делать, значит, господи, как это, линии этих убавок можно делать и больше. У меня сначала вообще была идея делать 7 штук, да. Но я как-то посмотрела потом на готовые шапки в том же Pinterest. Я посмотрела и решила, что ну как-то слишком уж много. Хотя там есть вот такие варианты, когда убавки делаешь не с двух сторон, а вот с одной только стороны, и они идут вот таким веером как бы. Ну, возможно, для каких-то других шапок, то есть я это использую, эту идею, мне понравилась она. Ну, здесь я решила так сделать. А вот в следующей шапке я все-таки, скорее всего, хотела бы именно 4 клина эти делать. Но тоже, чтобы она вот так вот красиво шла. То есть за счет чего вот идет вот этот вот, ну, такая красивая круглая макушка. Вот за счет вот этого убавления, которое я вот рассказывала, что сначала в каждом 3-м ряду, потом в каждом 2-м, а затем в каждом. Вот оно, то есть вот этот изгиб, он такой плавный, а не резкий. Ничего вот здесь вот не торчит. Вот, когда вы собираете эту шапку. Ну, мне это нравится, например. Так, ну, шапка моя высохла. Вот так она выглядит, да, внутри. Это внутренняя сторона. Ну, я тут, конечно, все уже позаделывала. Так, ну, здесь особо и прятать ничего не надо, да. Значит, буду сейчас... Единственное, что попробую... Сначала возьму спицы меньшего размера. 2,5. Не могу понять. Дело в том, что буду пробовать,
Потому что, когда я вяжу жаккард, я беру спицы большего размера. И еще плюс я вяжу жаккард как-то очень свободно. Когда я вяжу уже просто буду однотонную гладь, я вяжу достаточно туго. И поэтому вполне возможно, что придется взять те спицы, на которых я вязала жаккард, и будет все нормально. То есть буду пробовать, пока не знаю. Ну и буду, как я говорила, подцепливать вот здесь вот. Я закончила как раз, вот все обрезала, все отрезала. И я, скорее всего, поделюсь, как я ее вязала, потому что вы смотрели видео, и, возможно, вам тоже захотелось такую шапку вязать. Значит, какая у меня плотность, я, наверное, не буду говорить, потому что как-то у всех это все по-разному получается, на какой размер вяжется. Значит, я вязала, ну, вы видели, что я там и резинки разные вязала, то я уже как бы из расчета этого у меня был образец, получается, так. Значит, что я делала? У меня был размер головы 57. Я не хотела, чтобы очень сильно как бы растягивалась, хотя шапка это мужская, она не подразумевает вот то, о чем я говорила, ну, какую-то увеличенную макушку эта шапка не подразумевала. То есть она должна была быть по голове, ну, может, чуть-чуть как бы свободная здесь. Так она у меня и вышла. Ну, я примеряла просто. Значит, и вот в плане растяжения это не та мягкая резинка, которая туда-сюда, поняли, там 1 на 1 или 2 на 2. Плюс вот это еще и жаккард, она и так достаточно плотная. Вот. Ну, и я не хотела, чтобы она прямо сильно впивалась. Вот. То есть вполне красиво расходилась. В общем, вот она на голове где-то вот так вот. Ну, я буду показывать, я покажу фотографии на себе. Вот. Дальше, значит, повторяю, у меня эта макушка, ну, я буквально припуск делала небольшой. То есть она не должна прям лежать по голове, но в то же время вот этого припуска, как в розовых девчачьих шапках, большого, 5 сантиметров, я не делала. Вот. Значит, сейчас я возьму сантиметр. Я набирала 140 петель. 140 петель набирала. Ну и по кругу вязала вот этот жаккард 1 на 1 разными цветами. Так? Я провязала 14 сантиметров, я говорила. Так? Вот в готовом варианте она у меня тут. В готовом варианте. Так? 22, даже 22,5 сантиметра будет, если я это хорошенько разложу, да, 22,5, да. Так, если уже после сгиба мерить, видите, у меня тут, ну вот 6,5, так, это вот эта часть, и до прибавок у меня здесь. Так, что-то у меня здесь мало до прибавок. Вроде как я больше вязала. Так, вот мои первые прибавки. 16 сантиметров получилось. Ну, я думала вообще-то 17. Может, после стирки как-то она вширь подалась, не знаю. Вообще я вязала 17 сантиметров и затем делала убавки этим. Так. Значит, вся шапка, если вот от макушки до вот этого, 23 сантиметра. Я уже вот сколько пробовала, вот этот размер 22-23, он, в принципе, очень хорош для тех, кто не любит вот эти сильно большие макушки.
То есть вот такой размер всегда хорош. Значит, поняли, до вот этого места 16 сантиметров. Но вообще-то я вязала 17. Ну, рассчитывала я, когда я вязала, 17. Я так думаю, что, возможно, вот сейчас там внутри есть вот эта вторая шапка. Да? Может быть, она за счет этого она как бы вширь потянулась больше. И, возможно, где-то этот сантиметр ушел. Значит, вся моя макушка, соответственно, там можно посчитать, да, если это 20, сколько я сказала, 23. Еще раз меряем. Я уже забыла. Да, 23 сантиметра, причем хорошие такие 23 сантиметра. Значит, шапку будут носить глубоко натягивая, да. Вот, я рассчитывала, ну, 57-то 57, но я рассчитывала так, чтобы это было размер 56, даже 60. Вот можно было, ну, обычные такие вот размеры, самые ходовые. Просто, что она по-разному будет сидеть на разной голове, где-то больше растягиваться. За счет этого, что она может сидеть по-разному, я и делала глубину такую, знаете, не совсем впритык. То есть, если бы те, которые любят совсем по голове, то это, скорее всего, 21 сантиметр шапка должна была быть. Я специально делала чуть-чуть ее. Вот вы увидите на моей голове, как это сидит. То есть, не вжатая в голову, слегка есть вот это закругление. Так. Ну и раппорт, да, раз, два раппорта у меня здесь. Так, подождите, раппорт у меня получается вот, раз, два. И потом еще вот эта половинка, где я закрываю вот этот уголочек. Понимаете? Вот. То есть у меня два полноценных раппорта и закрытие уголочка. Дальше я делала вот этот скос. Значит, у меня здесь два раза я делала в каждом третьем ряду убавки 3 вместе. Дальше я делала в каждом втором ряду убавки. И когда у меня оставалось 3 убавки еще сделать, я делала уже в каждом ряду. Вот так я делала. За счет этого у меня вот такая макушка. Ну да, и вот эти вот полосочки, они, получается, уходят. То есть вот это центральная и туда уходит. В общем, я все, по-моему, рассказала такое. Ага, подцепила вот эту штуку. Здесь я ряды не считала, потому что у меня, получается, тут абсолютно другая история. Здесь я ряды не считала. Я взяла вот этим ярким маркером насквозь, там, где у меня начало клина, вот так насквозь продела, чтобы с той стороны было видно, где это. И я таким образом примеряла, когда у меня начнутся убавки. Убавки я делала точно так же, то есть у меня поэтому шапочка там чуть-чуть короче, но не намного. Единственное, что мне было удобнее делать их по-другому. То есть я как делала? Я маркер поставила между двух петель, и получается между этими лицевыми у меня стоял маркер. И перед лицевыми с одной стороны и с другой стороны я делала убавки. Ну, мне так было просто удобнее. И тем более это внутренняя вещь, я с ней уже не заморачивалась особо. Здесь у меня все. Мне нравится, что все сюда внутрь прячется. Любые концы, края, в общем, ничего нигде не видно. Абсолютно такая шапка. Ну, вы поняли, я еще не стирала ее, я только-только доделала. На себе я фотографии сделаю, вставлю. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Как вам моя шапка и понравился ли вам узор? Будете ли вы такую вязать? Ну и до новых встреч. Пока.